Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь идеей и покажу мастер-класс вот такого вот необычного и нежного новогоднего маникюрчика. Объемные, пушистые и очень милые ушки и хвостики зайчиков, а также подарочные мешочки. Итак, приступим. В качестве фона ноготок у меня перекрыт таким пыльно-лиловым йогуртовым гель-лаком. Все ссылки на название найдете в описании под видео. И прям на липкий слой просушенного цветного гель-лака я переношу вот такие вот хлопья, чем-то похожие на втирку русалка. Хлопья эти очень нежные и тонкие и отлично приклеиваются на липкий слой просушенного цветного гель-лака. Затем перекрываю ноготок выравнивающим слоем матовым топом, у меня тоже с такими кусочками серебристой слюды. Просушиваю 1 минуту и далее в качестве палитры буду использовать вот такое кольцо. Набираю гель-краску для поверхностного дизайна без липкого слоя, серебристую. Для прорисовки использую кисть страйпер и таким образом крест-накрест прорисовываю 3 линии, затем рисую по кончикам этих линий вот такие вот ромбики. Теперь между линиями прорисовываю такие по 2 мм длиной линии и от них прорисовываю такие же ромбики, как и на кончиках предыдущих линий. Таким образом получается уже ажурная снежинка, уже видно. Давно не рисовала снежинки, я честно признаюсь, что я уже и не спец по рисованию таких орнаментов и снежинок, но тут все в принципе очень легко. Далее под этими ромбиками прорисовываем как бы такие вензелечки и ниже них еще чуть меньше вензеля. И таким образом видно уже такая вот ажурная снежинка. Затем меняю кисть, беру кисть для подмалевков. Это круглая кисть в диаметре где-то 1–1,5 мм. И прорисовываю ей звезду, как будто прорисовываю букву А и затем соединяю вот эти вот уголки. Если часто ошибаетесь, то лучше прорисовывать по несколько элементов и промежуточно сушить по несколько секунд. Просушиваю снежинку и звезды 1 минуту и теперь буду втирать вот такую вот втирку кофейно-лиловую. Ссылку на эту втирку найдете в описании под этим видео. Вглаживаю аккуратно аппликатором в просушенную краску. Излишки втирки обязательно смахиваю аккуратно кистью. Для удобства и быстроты на кольцо палитру нанесла пару капель топа глянцевого без липкого слоя. Топ лучше взять погуще и кистью для подмалевков запечатываю, прокрашиваю топом вот эту втирку. Промежуточно можно просушивать, прокрасив топом несколько элементов. В принципе, для быстроты не обязательно прокрашивать каждый вот этот элемент снежинки, можно просто тонко и четко обрисовать по контуру снежинку и закрасить ее полностью глянцевым топом. Топ я просушила 1 минуту и салфеткой смоченного обезжиривателя вытираю от остатков втирки. И первый ноготок готов, вот такой вот замшевый и с блестящей красивой ажурной снежинкой. И следующий ноготок в качестве подложки, он также перекрыт у меня розовым йогуртовым гель-лаком, только уже немножечко посветлее розовый я здесь взяла. Прокрашиваю вот такой вот овал, у меня это такой бледно-серый, немножечко с лиловым оттенком. Дорабатываю тонкой кистью, чтобы был ровный плотный слой, просушиваю 1 минуту и затем перекрываю матовым топом весь ноготок, немного таким выравнивающим слоем. Топ просушиваю 1 минуту. Базой для гель-лака тоненько промазываю то место, где будут ушки. Просушила ее 5 секунд и апельсиновой палочкой набираю белый гель-пластилин, или он же 4D гель. Обязательно помять в пальчиках или раскатать на ладошке, чтобы разогреть пластилин. После этого он лучше лепится, хорошо лепится. И вот такую вот колбаску, ушко сначала прикрепляю одно ушко, левое или правое, апельсиновой палочкой придавливаю, острым кончиком апельсиновой палочки делаю углубление по центру ушка и заворачиваю его. И кистью уже в форме лепестка, смоченной в спирте или жидкости для акригеля, разглаживаю как бы это ушко, придаю ему форму и более гладкий вид. На этом этапе можно зафиксировать несколько секунд в лампе, но я не стала сушить. Скатываю второе ушко, вторую такую колбаску. Также кладу на базу, отлично приклеивается, наматываю топ таким образом пластилин. И как предыдущее ушко, таким же образом апельсиновой палочкой придавливаю, приминая, а затем уже дорабатываю кистью, смоченной в спирте или жидкости для акригеля. Все названия и ссылки на кисти и материал найдете в описании под этим видео.
Просушиваю ушки пластилин 30 секунд. И теперь смешиваю серый, тот, что рисовала я овал, и такой вот лиловый, розовый. Прокрашиваю центр этих ушек, чтобы он был более розовый, чем вот этот серый овал, который я раскрашивала. Также просушила 30 секунд. И теперь кистью страйпер и тем же цветом, что и прорисовывала вот этот овал, прорисовываю по контуру вот такой вот ободочек где-то миллиметр шириной. Не просушиваю. Далее набираю на эту же кисть страйпер белый гель-лак и белым гель-лаком обвожу по краю, по контуру ушек. Гель-лак не просушиваю, ни серый, ни белый. Далее буду посыпать акриловой пудрой прозрачной, хорошенько пересыпаю, жду, что она хорошо утонет в гель-лаке, и затем просушиваю 1 минуту. Далее жесткой щеточкой счищаю излишки, остатки акриловой пудры. И таким образом получается вот эта вот пушистость ушек и этого ободка. Для прорисовки снежинки буду использовать белую гель-краску. Она без липкого слоя и очень хорошо носится, держится на верхнем покрытии уже. Ставлю точку по центру овала, это будет хвостик, как бы подмалевок хвостика. И вот таким образом, наставляя дотсом точки, буду прорисовывать снежинку. Я поставила 1, 2, 3, 5 точек, и через них кистью страйпер и гель-краской белой прорисовываю вот таким образом линии. Так же, как в предыдущую снежинку, по кончикам рисую ромбики. Ничего сложного и страшного в прорисовке этих снежинок нет. Главное запомнить вот эту последовательность. 3 линии крест-накрест, и затем ромбики по кончикам, и затем уже вот такие вот вензеля под этими ромбами. Таким образом получилась снежинка. И на жидкую вот эту гель-краску посыпаю прозрачную акриловую пудру. Хорошо пересыпаю, жду, чтобы пудра утонула, и просушиваю 1 минуту. Затем излишки пудры счищаю щеткой. Место, где будет хвостик, промазала базой для гель-лака, подсушила ее 5 секунд. И белый гель-пластилин скатываю вот такой вот шарик, ставлю где-то 3 мм в диаметре этот шарик, апельсиновой палочкой прижимаю и также пальчиком приглаживаю. Промежуточно просушиваю 10 секунд. Не обязательно досушивать гель-пластилин, он у нас сохнет уже вместе с гель-лаком. Белым гель-лаком его раскрашиваю, и на жидкий белый гель-лак. Почему именно гель-лаком? Потому что он хорошо разравнивается, нежели мы прорисовывали бы гель-краской. Пересыпаю прозрачной акриловой пудрой, жду, чтобы она хорошо утонула в гель-лаке, и затем просушиваю 1 минуту. После того, как ноготок просох, обязательно жесткой щеточкой счищаю акриловую пудру и обезжириваю в центре ушек. Центр ушек я не перекрывала никаким топом, там просто гель-лак, и я просто убрала липкий слой. Следующий ноготок также перекрыт у меня розовым йогуртовым гель-лаком. Я перекрываю его матовым топом, вот с такими вот кусочками слюды серебристой. Просушиваю 1 минуту, ставлю такую вот каплю этого серого с лиловым оттенком. И кистью для подмалевков уже растягиваю, распределяю. Если необходимо, добавляю еще немножечко гель-лака, прорисовываю вот такой вот кармашек, подарочный мешочек. И на жидкий этот гель-лак сыплю прозрачную акриловую пудру. Вот видно, она сначала становится мокрая, потому что мало акриловой пудры в себя вбирает гель-лак, а затем уже, когда совсем сухой получился этот кармашек, я его просушиваю 1 минуту и жесткой щеточкой счищаю остатки акриловой пудры. И теперь по этому кармашку и серебристой краской, то, что используем под втирку, прорисовываю на кармане на самом звездочку. И набираю на кисть страйпер, чтобы равномерно набралась краска по всему ворсу. Прорисовываю снежинку. Сначала длинные линии, затем короткие на кончиках, немного таких вензелей небольших. И соединяю эти линии между собой как бы такими вот ромбами, чтобы придать ажурность этой снежинке. Снежинка эта небольшая, она не должна быть сильно сложной. Просушиваю гель-краску 1 минуту и аппликатором аккуратно втираю, вглаживаю втирку вот такой вот кофейно-лиловую. Затем излишки втирки смахиваю обязательно аккуратно кистью. Далее на палитру я нанесла топ глянцевый без липкого слоя и кистью для подмалевков также аккуратно перекрываю все элементы этой втирки, чтобы ее хорошо запечатать и закрепить. Просушиваю топ 1 минуту и хорошенько ноготок протираю салфеткой смоченного обезжиривателя от остатков втирки.
Белым гель-лаком или белой гель-краской гель-лак лучше разравнивается, он как бы растекается. Обрисовываю, прорисовываю такой вот ободочек, как бы отворот этого кармашка. И также буду пересыпать прозрачной акриловой пудры, чтобы этот ободок получился таким объемным немножечко и визуально пушистым. Просушиваю 60 секунд и жесткой щеточкой счищаю от остатков пудры. И еще один вариант, безумно милый. Ноготок в качестве подложки у меня перекрыт йогуртовым гель-лаком. Я его хорошо обезжирила. Набираю апельсиновой палочкой такой достаточно приличный кусочек белого геля-пластилина. Обязательно разогреваю его в ладошке. Такой вот овал прикрепляю в центре ноготка. И апельсиновой палочкой дальше уже придаю ему форму кармашка. Я его приминаю, пальчиком, получается, разглаживаю, а апельсиновой палочкой придаю уже форму. Чтобы пластилин не прилипал к апельсиновой палочке, ее периодически вытираю об салфетку, смоченную в спирте. Просушила промежуточно 10 секунд. Далее набираю еще один шарик, прикрепляю на этот кармашек уже сверху, придавливаю, приминаю. И вот таким вот образом апельсиновой палочкой делаю надрезы. Это будут лапки. Такая вот будет шкодная попа зайки, забравшегося в этот мешочек. Апельсиновой палочкой приминаю вот этим скошенным краем, а пальчиком уже разглаживаю. Пальчик у нас для разглаживания пластилина. Промежуточно лучше просушить предыдущий элемент хотя бы 5-10 секунд. И далее скатываю такие же маленькие шарики, совсем малюсенькие. И приминаю, это будут лапки вот этого зайчика. Апельсиновой палочкой, если где-то какие-то мусорники, также можно убрать, выровнять ею же по форме, а пальчиком как бы примять, разгладить уже этот элемент. Просушиваю 30 секунд и теперь прокрашиваю, перекрываю вот этот карман и эту попу зайки вот таким бледно-серым с лиловым оттенком. Тонкой кистью или кистью для подмалевков обязательно дорабатываю, чтобы в складочках в этих не было сильно много гель-лака. Просушиваю его ровно 1 минуту и затем весь ноготок перекрываю матовым топом. Тут уже кому как больше нравится, но мне нравится матовым. Он придает вот такую бархатистость, замшевость этому дизайну. Тонкой кистью дорабатываю, довыравниваю, где это необходимо. Убираю излишки топа из складочек и просушиваю 1 минуту. Далее по матовому топу просушенному кистью для подмалевков и этим же гель-лаком бледно-серым с лиловым оттенком прорисовываю таким вот образом как бы шерстку и посыпаю акриловой пудрой. То есть внизу я немножечко не довела. То есть вот эта пушистая серая шерстка получается по спинке этого зайчика. Просушила 1 минуту. И теперь прямо, да, по вот этой пудре, ее тут в принципе немного, она опадает и она мелкая. Обрисовываю белые вот такие вот овалы белым гель-лаком. И точно так же пересыпаю акриловой пудрой прозрачной. Жду, чтобы она хорошо утонула. Промежуточно просушиваю 10 секунд. Таким же образом ставлю по центру вот такой вот кружочек. Это будет хвостик этого зайчика. Сыплю опять же акриловую пудру. Промежуточно сушу 10 секунд. Этого достаточно, чтобы зафиксировать гель-лак с этой акриловой пудры. И также белым гель-лаком прорисовываю такой вот ободочек этого кармашка. Пересыпаю акриловой пудрой и уже теперь окончательно досушиваю 60 секунд. Затем жесткой щеточкой обязательно счищаю остатки акриловой пудры. Тут тоже, кто не хочет усложнять, в принципе, на этом этапе можно оставить уже этот дизайн готовым. Но я добавлю, видела в интернете эту идею, и там были вот такие золотистые еще звезды, сердечки, какие-то бусинки. Я тоже сплагиачу и поставлю вот такие вот золотые звезды и сердечко. Между ними тоже бусинки, бульонки накидаю золотые. Я это все выкладываю на густой глянцевый топ без липкого слоя, очень густой. Все ссылки, названия найдете в описании под видео. Двигаю, как мне необходимо, промежуточно просушиваю несколько секунд. Буквально достаточно 5-10 секунд, чтобы зафиксировать, чтобы вот эти звезды и бульонки не расползались. И затем уже по контуру и сверху перекрываю также глянцевым топом.
Так как эти металлические элементы имеют свойство линять, менять цвет, и еще они достаточно объемные, обязательно их прокрасить сверху и запечатать хорошо по периметру, чтобы они не цеплялись и хорошо носились. Дизайн просушила 60 секунд, и милейшая подборочка новогоднего дизайна готова. Если вам понравилось это видео или было полезным, не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи.